Здравствуйте. В эфире передача «Собеседник». У нас в студии начальник управления капитального ремонта Департамента муниципального хозяйства администрации Надымского района Игорь Филонов. И мы поговорим о том, как в этом году реализуется программа капитального ремонта многоквартирных домов на территории Надымского района. Игорь Вячеславович, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, сколько домов, какие виды работ запланированы в этом году по капитальному ремонту? В этом году у нас запланировано на капитальному ремонту 38 многоквартирных домов на территории Надымского района. Капитальный ремонт у нас выполняется непосредственно, строительно-монтажные работы проводятся по домам, а также мы готовим проектно-сметную документацию с целью реализации капитального ремонта на последующие периоды. Из 38 домов у нас была запланирована разработка проектно-сметной документации по 15 многоквартирным домам. На сегодняшний день отбор подрядных организаций, точнее в текущем году состоялся по 12 домам. По 3 домам подрядная организация не была определена в связи с тем, что ни одной заявки на разработку проектно-сметной документации не поступило. Поэтому у нас ремонтируется 23 дома многоквартирных и разрабатывается проектно-сметная документация по 12 домам. В некоторых домах у нас выполняются работы по несколько видов работ по одному дому. Например, ремонт крыши и замена сетей электроснабжения. А вот в этом году все-таки приоритетны какие виды работ сделаны? Или в принципе это какие-то комплексные работы по домам? В приоритете у нас всегда ремонт кровель, замена сетей, инженерных сетей в многоквартирных домах и замена лифтового оборудования. А вы вот сказали всего, да, количество домов по Надымскому району. А если разделить Надым поселки, как складывается? Строительно-монтажные работы выполняются по 14 домам в городе Надыме, в поселке Пангады по 7 домам и в поселке Приозерном по 3 домам были выполнены работы по замене сетей электроснабжения. Это строительно-монтажные работы или Это строительно-монтажные работы. То есть непосредственно сам капремонт? Да, совершенно верно. Игорь Вячеславович, скажите, вот у нас ситуация с пандемией много внесла корректив в жизни. Как у нас с капитальным ремонтом? Были ли какие-то сдвижки по срокам работы? Были ли какие-то проблемы в связи с пандемией? В принципе, что касается фонда капитального ремонта и департамента муниципального хозяйства, то есть нас, как технического заказчика, который непосредственно на территории выполняет работы по капитальному ремонту многоквартирных домов, у нас каких-то срывов в этой части не было. А что касается подрядных организаций, то у них возникли определенные трудности. Трудности связаны с тем, что не было возможности своевременно привести рабочих, необходимых для выполнения работ. То есть, прошу прощения, это все уже начинались капремонты именно в начальный период, апрель, май? Это даже не апрель-май, это даже в июне месяце, в мае и в июне месяце. Такая ситуация сложилась. Но и помимо рабочих или работников есть еще одна трудность, или была трудность. Это изготовление материалов, приобретение материалов. То есть подрядные организации тоже столкнулись с определенными трудностями, потому что с апреля месяца некоторые производители находились на карантине, не выполняли работы по производству этих материалов. Например, лифтовое оборудование. Договоры на замену лифтового оборудования были у нас своевременно заключены, однако подрядная организация не смогла своевременно приступить к работам в связи с тем, что заводы по изготовлению лифтов стояли просто, и, соответственно, немножко в этом была задержка. Но сейчас работы по замене лифтового оборудования на территории города выполняются. Они у нас выполняются в 3 домах, меняются 4 лифта. Оборудование завезено в полном объеме, срок выполнения работ до 30 сентября, и мы планируем, что эти работы будут завершены в срок, то есть они находятся уже в завершающей стадии. Игорь Вячеславович, а вот про собрание собственников, я знаю, предшествуют же все работы проведения собраний, и были ли проблемы в связи с коронавирусной инфекцией по собраниям? Сейчас для того, чтобы приступить к выполнению работ, по большому счету собрание собственников, да, мы
пытаемся проводить их, но наши жители не активно в этих собраниях участвуют. И законом предусмотрена возможность принятия решения о проведении капитального ремонта органом местного самоуправления. Такие решения о проведении капитального ремонта были приняты органом местного самоуправления. Есть другие сложности с собраниями собственников. Например, у нас есть дома в этом году, к примеру, геологоразведчиков, дом 1. В этом доме были запланированы работы по замене всех инженерных систем. Однако ни одна подрядная организация не подала заявку для выполнения этих работ. Соответственно, аукцион или отбор подрядной организации не состоялся. Мы столкнулись с тем, что выполнение работ по замене сетей необходимо перенести на следующий год. Хотелось бы, чтобы наши жители и собственники помещений, жилых и нежилых помещений, активно участвовали в данных собраниях. Однако такие собрания проводятся с трудом. Как правило, собственники не очень активно участвуют в этих собраниях. Даже если они получают решение, то они не возвращают их и не изъявляют свое желание. Игорь Вячеславович, а с чем может быть связан невыход на торги предприятий по инженерным сетям? В этом есть какая-то причина или это чисто технический момент? Ну, сложно говорить об этом. Возможно, опять же, это может быть связано с ситуацией, которая сложилась с пандемией в этом году. Ну, скажем, вот Возможно, момент отказа собственников, он для замены, скажем, стояков и инженерии, он как для подрядных организаций является препятствующим? Да, в этой части у нас тоже есть определенные препятствия для проведения капитального ремонта, поскольку для замены сетей планируется, как правило, все начиная от подвала и заканчивая общедомовыми стояками по холодной и горячей воде, по водоотведению. Что происходит? То есть я правильно понимаю, что стояк – это общедомовое имущество? Стояк – это совершенно правильно, это общедомовое имущество. И тут получается, что собственник, по идее, не имеет права отказать в доступе и замене этих сетей? Да, по закону собственник обязан предоставить доступ для замены этих сетей. Однако на деле у нас другая ситуация складывается. Как правило, собственники выполняют ремонты своих жилых помещений, зашивают внутриквартирные стояки, которые относятся к общедомовому имуществу, и отказывают в предоставлении доступа. Тем самым они препятствуют замене всего стояка допустим, с первого до последнего этажа. И здесь разборка только за счет собственника, да, за счет средств собственника. Здесь нет никаких компенсационных, скажем, средств для того, чтобы, если зашито, разобрать, собрать? Нет, это не предусмотрено абсолютно, потому что это делают собственники сами, соответственно. Да, скажем, такая сложная ситуация. Да. Игорь Вячеславович, есть какие-то нарекания к подрядчикам? То есть я понимаю, были проблемы, насколько я понимаю, как бы сейчас выровнялось, да, ход работ. Есть ли нарекания какие-то подрядчикам, все ли будет в срок выполнено? К подрядчикам есть нарекания, но чаще всего они возникают, и связаны они, чаще всего возникают по одному поводу, и связаны они прежде всего с тем, что подрядчики не выполняют графики производства работ, которые содержатся в договорах, которые заключены с нами, с Фондом капитального ремонта на выполнение работ по капремонту. Но на сегодняшний день ситуация, скажем так, по всем нашим многоквартирным домам, она в принципе выровнялась. Есть у нас несколько домов, по которым будут нарушены в целом сроки выполнения работ, но к подрядным организациям будут применяться штрафные санкции. В этой ситуации мы просто обязаны это делать. По остальным многоквартирным домам, это большая часть многоквартирных домов, работы либо уже завершены. Например, у нас завершены работы по ремонту кровли Ленинградский, 17. В Приозерном у нас заменены сети электроснабжения по 3 многоквартирным домам. Эти работы уже принятые. Далее есть у нас дома, которые еще не приняты, но находятся в стадии приемки по замене тех же сетей инженерных.
По остальным домам, по большей части, как я уже сказал, работы находятся в завершающей стадии, там процент выполнения от 85 до 95%. То есть мы, в принципе, планируем, что в ближайшие 2-3 недели мы будем заняты приемкой работ. Угу. Игорь Вячеславович, если вдруг какие-то есть у жильцов нарекания к проведению работ, куда им обращаться? Если у жильцов есть нарекания по поводу проведения работ, они могут обращаться либо к нам, к техническому заказчику, который принимает эти работы в департамент муниципального хозяйства. Мы находимся по адресу улица Зверева, 3/2. Телефон приемной 50 26 26. Либо можно обращаться в фонд капитального ремонта. Представители фонда также находится отдел в городе Надыме. Кроме этого, можно обратиться в фонд капитального ремонта, либо на сайт фонда капитального ремонта, фонд КР-89, реквизиты фонда капитального ремонта тоже можно посмотреть на сайте. Если кого-то интересуют планы по капитальному ремонту, то документы размещены на сайте фонда капитального ремонта. Это краткосрочный план в целях реализации региональной программы, и сама региональная программа находятся на сайте фонда капитального ремонта. Там можно посмотреть всю информацию по своему дому, когда и какие виды работ запланированы по вашим домам. Угу. Игорь Вячеславович, скажите, вот, кстати, про фонд капитального ремонта, как у заказчика, то есть у департамента муниципального хозяйства, как взаимоотношения складываются с фондом, есть ли какие-то проблемы по финансированию, то есть средства, я так понимаю, поступают из фонда. Есть ли какие-то проблемы с финансированием, полностью ли закрывают финансированием работы? Ну, наши отношения регулируются с фондом капитального договора специальным договором. Вот. Договоры на выполнение работ по капитальному ремонту заключаются, как я уже сказал, трехсторонние. То есть такие договоры заключаются между подрядной организацией, техническим заказчиком, это мы, департамент муниципального хозяйства, и фондом капитального ремонта. Фонд капитального ремонта в этой ситуации выступает плательщиком за выполненные работы. Мы осуществляем приемку, принимаем документацию, направляем в фонд капитального ремонта, и фонд капитального ремонта производит оплату за выполненные работы. Какие-то проблемы есть с финансированием? Проблем в этой части нет у нас. С финансированием проблем нет. То есть то, что планируется, то выполняется в целом. Если у нас, как правило, происходит снижение, то есть если мы запланировали одну сумму по договору, то иногда получается так, что часть работ мы не принимаем, не оплачиваем, либо применяем штрафные санкции, и, соответственно, происходит снижение суммы оплаты за выполненные работы. Игорь Вячеславович, львиная доля денег – это средства собственника, которые собираются ежемесячно. В этом плане до сих пор есть непонимание, у многих людей задают вопросы. Почему, если ежемесячно мы платим квартплату, там есть содержание, то мы еще дополнительно платим какие-то деньги за капитальный ремонт, и там дальше начинается ни подъездов не отремонтированных, ни дверей не помененных. Вот как в этом плане разграничивается? Вот по-простому, в двух словах объяснить, что зона ответственности управляющей компании, что зона ответственности работ по капитальному ремонту. Здесь необходимо уяснить для себя, что разница существует и разница большая. Если отталкиваться от капитального ремонта, то капитальный ремонт у нас планируется, организовывается на основании закона о капитальном ремонте ЯНАО, а также на основании жилищного кодекса. Законом ЯНАО о капитальном ремонте, номер у него 11, предусмотрены определенные виды работ по капитальному ремонту, куда входит замена сетей электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт фундамента и так далее. Замена, модернизация лифтового оборудования и некоторые другие виды работ. Все в рамках капитального ремонта выполняется ремонт только общедомового имущества. Все остальное выполняется в рамках содержания многоквартирного дома управляющей организации. К примеру, если мы ремонтируем фасад за счет средств фонда капитального ремонта, мы можем отремонтировать швы, стыки,
межпанельные. Мы можем окрасить этот фасад, мы можем отремонтировать входную группу, мы можем заменить двери и окна в подъездах. Что касается ремонта в подъезде, это уже относится к деятельности управляющей организации, Понятно. которая должна Игорь выполнять Вячеславович, эти работы. к сожалению, время подходит передачи к концу. Я правильно понимаю, что какие-то большие работы, замена конструктивов, сетей, кровли, лифты – это капитальный ремонт. Совершенно Что-то, верно. какая-то косметика внутри подъезда, перила, почтовые ящики, то это все в управляющую компанию. Но эти все работы, да, абсолютно верно, относятся к сфере деятельности управляющей организации. Игорь Вячеславович, спасибо большое, что пришли к нам в студию, нашли время и ответили на наши вопросы. До свидания. До свидания. В эфире была передача «Собеседник». В этой студии мы встречаемся с представителями разных профессий и сфер деятельности, чтобы узнать и рассказать подробности жизни в городе и районе. Всего вам доброго и до новых встреч на Вестнике Надыма.